Сегодня поговорим обо мне, где я живу, где я работаю, чем я занимаюсь, какое у меня музыкальное образование. Я получил большое количество писем и вопросов, и я постараюсь ответить на большинство из них. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики и посетители моего канала. Для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Слава Маковский. Я делаю фортепианные аранжировки, мелодий, песен, музыки из кинофильмов. Все свои аранжировки я записываю сам и выкладываю у себя на канале в YouTube, здесь. Также на моем канале в YouTube бывает живой эфир, в котором я вживую играю мелодии, а вы можете вживую мне задавать вопросы, и я постараюсь на всех на них ответить. Поэтому, если вам нравится мое творчество, нравится фортепианная музыка, я буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк на это видео. Недавно я написал письмо, в котором попросил вас задать мне вопросы, связанные с игрой на фортепиано. Вопросов пришло очень много, и вопросы очень разнообразные. Есть и вопросы обо мне, есть и вопросы о креативности игры на фортепиано, как построить гармонию, как передать характер произведения. Есть технические вопросы, например, как сыграть определенный пассаж. Есть другие технические вопросы о том, как записать цифровое пианино, чтобы получился чистый звук. На все эти вопросы я постараюсь ответить в ближайших видео. Ну а сегодня мы поговорим обо мне. Итак, первый и самый популярный вопрос. Где я родился и где я живу сейчас? Родился я в городе Витебск, Республика Беларусь. Сейчас это называется Государство Беларусь, но в то время это была Республика Беларусь в составе Советского Союза. В 90-м году мы эмигрировали в Израиль всей семьей. В Израиле мы жили 16 лет, с 90-го года по 2006 год, и в 2006 году мы переехали в Америку, где живем сейчас. Штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Следующий вопрос. Какое у меня музыкальное образование? В Витебске я закончил музыкальную школу и поступил в музыкальное училище. В музыкальном училище я отучился 2 года, не закончил, потому что мы все переехали в Израиль. В Израиле я продолжил обучение и сразу поступил в консерваторию. Там это называется Академия музыки. В Тель-Авивской академии музыки я проучился 5 лет и закончил ее в 1995 году. Где вы работаете и связана ли ваша работа с музыкой? Нет. Моя карьера сложилась так, что музыкой и фортепиано профессионально я никогда не занимался. Когда мне было 15 лет, мой дядя позвал меня на замену клавишникам в вокально-инструментальный ансамбль, который назывался «Свято». Праздник по-белорусски. Этот ансамбль, как говорят сейчас, халтурил на вечеринках, на торжествах, на юбилеях и на свадьбах. И там я на замене был клавишником. Там, собственно, я и приобрел свой первый опыт аранжировок, так как играли мы популярные песни и популярные мелодии. В этом ансамбле все были профессиональные музыканты, но, насколько я знаю, никто из них профессионально музыкой не занимался, ни для кого это не было профессиональной карьерой. После ансамбля «Свято» был еще ансамбль «Лимит», в котором я тоже принимал участие в качестве клавишника. Ансамбль тоже играл на различных торжествах. В нем были отличные ребята, профессиональные музыканты, от которых я тоже очень много чему научился. Потом, когда мы уже уехали в Израиль, и я поступил в академию, я, собственно, продолжил похожую стезю, работал клавишником в ансамбле, который играл на свадьбах, который играл на торжествах и даже играл в ресторанах. После того, как я закончил академию в 1995 году, я достаточно быстро устроился на работу в область информационных технологий, связанных с компьютерами, где, собственно, работаю сейчас. На данный момент я работаю в компании, которая называется Keysight, и являюсь там техническим специалистом по продажам. Над чем вам самому наиболее интересно сейчас работать? Какие у вас challenges? Работать мне всегда интересно над богатыми оркестровыми произведениями. То есть взять какое-то произведение, которое звучит богато с оркестром, и сделать для него переложение для фортепиано. Задач и сложностей там на самом деле несколько. Первое, конечно же, это фактура произведения, которая должна зависеть по характеру и по звучанию на оригинальное произведение. Фактура не должна быть перегруженной, но должна быть достаточно насыщенной. Или с другой стороны, она не должна быть очень легкая, но должна быть такая достаточно прозрачная, чтобы передать настроение произведения. Вторая задача – это, конечно же, исполнение. То есть, так как я играю все свои аранжировки сам,
мне очень хочется и нужно сделать так, чтобы произведение было играть на фортепиано легко и приятно. Бываете ли в Москве? В Москве последний раз я был в 2005 году. Я прилетел туда из солнечного Израиля, была отличная погода, это было начало весны, было тепло и хорошо, но когда я приземлился в Москве, туда пришел вместе со мной какой-то редкий зимний весенний шторм. Насыпало просто бешеное количество снега, было очень холодно, скользко, плохо ходил транспорт, и был достаточно такой резкий контраст по сравнению с тем, откуда приехал я. Но несмотря на это, мне в Москве очень понравилось. У нас была отличная компания, и мы достаточно хорошо провели время в командировке, обсуждая какие-то задачи бизнеса и просто разговаривая с приятными людьми. С тех пор, к сожалению, в Москве я не был. Вы практикуетесь в игре на фортепиано каждый день? Много ли это вообще занимает времени? Вы играете только на фортепиано или на других музыкальных инструментах тоже? Я, к сожалению, не играю больше ни на каких музыкальных инструментах. В свое время очень хотелось мне научиться играть на гитаре, но так это и не получилось. Желание осталось, может когда-нибудь научусь, может когда-нибудь на канале выложу свои произведения в аранжировках для гитары. Все может быть. Но пока что я играю только на фортепиано. Как часто я играю на фортепиано и много ли это занимает времени, это, конечно же, зависит от настроения и зависит от того, над чем я сейчас работаю. Я стараюсь заниматься хотя бы 1 час в день. Не всегда это получается, но я к этому стремлюсь. Ваши дети и супруга тоже играют на музыкальных инструментах. Вы конкурируете? Нет, супруга и ребенок на музыкальных инструментах не играют, и мы не конкурируем. Как вы переживаете нынешние непростые времена с пандемией? Я сижу дома и играю на пианино. Занимаетесь ли вы импровизацией? Нет, на данный момент я занимаюсь только фортепианными аранжировками. Раньше, конечно, мне очень нравилось, я мог сидеть и играть за фортепиано различные импровизации, и, возможно, в будущем я тоже продолжу эту стезю, буду заниматься импровизациями, возможно, я буду заниматься чем-нибудь еще связанным с музыкой, какими-нибудь, например, оркестровыми переложениями, что тоже очень интересно. Но пока что на данный момент я занимаюсь только фортепианными аранжировками. Вы играете в видеоигры и смотрите ли аниме? Нет ли в ваших планах сыграть какую-нибудь музыку оттуда? Она бывает очень хорошая и отлично ложится на фортепиано. Например, из игры Castlevania. В компьютерные игры я играл очень давно. Когда-то, конечно, когда вышли компьютеры и когда я был ребенок, мне это все очень нравилось. Безумно нравилось сидеть, играть. Были различные игровые приставки. Но это закончилось, я думаю, лет 25-30 тому назад. И с тех пор в игры я не играю. Но если есть хорошая музыка из игр, конечно, я с удовольствием послушаю. И если она того стоит, я сыграю ее на фортепиано. В плане игры на фортепиано вы достигли всего, чего хотели? Или есть какая-то цель на будущее? Даже не знаю, например, выступать с гастролями и симфоническим оркестром. В плане игры на фортепиано тяжело достичь каких-то конечных целей. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть над чем поработать, всегда есть то, что можно улучшить. На данный момент больших целей и планов перед собой я не ставлю. Мне очень нравится то, что я делаю. Мне нравится мой небольшой и уютный канал на YouTube. Мне нравятся люди, которые сюда приходят. Мне очень нравится с ними общаться. И пока что целей больших, как я уже сказал, перед собой не ставлю, а продолжаю развивать то, что сейчас есть. Кого бы вы выделили в качестве самого или самых талантливых пианистов нашего поколения? Если говорить про наше поколение, то, наверное, выделил бы Валентину Лисицу и Евгения Кисина. Их интерпретации любых произведений, за которые они берутся, прекрасные, очень интересные, и у них есть чему поучиться. Что вы предпочитаете из алкоголя? Из алкоголя, конечно, я предпочитаю чистый спирт. Потому что им лучше всего протирать какие-нибудь контакты и что-нибудь чистить. Лучше чистого спирта ничего не бывает. А если шутки в сторону, то я небольшой специалист в алкогольных напитках. В хорошей компании, с хорошими людьми я могу выпить либо бокал хорошего вина, либо шотландского виски. Любимый композитор? Фредерик Шопен. Любимое произведение искусства? Фредерик Шопен, баллада номер 4, фа минор. Любимая книга или автор, писатель, поэт?
Из русскоговорящих мне нравится Борис Акунин, из нерусскоговорящих Стивен Кинг. Любимый аромат, духи или просто запах? Раньше в детстве мне очень нравились духи, которые назывались Клима. Их делала такая французская фирма Lancôme. Ну, фирма, я думаю, существует и сейчас, а насчет самих духов я не уверен. Мне кажется, что их уже сняли с производства. А сейчас мне нравится запах того, что можно вырастить на огороде. Специи. Тимьян, орегано, мята или шалфей. Сколько времени в день вы играете и бывают ли у вас выходные? Ну, играю я на самом деле только по выходным. В рабочие дни я тружусь. Шучу, конечно. Я играю каждый день, и в выходные, и вне выходные. Сколько времени я могу потратить на игру на фортепиано, очень зависит от того, сколько времени у меня остается от моей основной работы. И, конечно же, очень зависит от того, над чем я сейчас работаю. Я стараюсь играть как минимум 1 час в день. Иногда получается больше, иногда получается, к сожалению, меньше. Но вот такая цифра 1 час, я к ней стремлюсь. Есть ли у вас дети и сколько? Да, есть у меня один сын, ему сейчас 17 лет. Когда он был маленький, мне казалось, что детей у меня гораздо больше, приблизительно от 15 до 25. Но со временем он подрос, и эта цифра стала уменьшаться, и сейчас я понимаю, что ребенок у меня один. Если бы вам разрешили играть всего одну песню до конца вашей жизни, какая была бы эта песня? Ну, скорее всего, наверное, никакая. Одну песню, в конце концов, играть надоест и станет очень скучно. Поэтому, если бы мне разрешили играть всего лишь одну песню, я бы, скорее всего, бросил бы играть на фортепиано и занялся бы чем-нибудь другим. Какая ваша самая любимая аранжировка? Мне тяжело выбрать. Аранжировки – это как дети. Это как спросить у родителей нескольких детей, какого ребенка он любит больше – старшего или младшего. Не совсем красиво. То есть мои все аранжировки – это мои аранжировки, я к ним отношусь как к своим детям, я их люблю, порой наказываю, я им даю путевку в жизнь, поэтому люблю я их всех совершенно одинаково. Какой песней вы бы описали свою жизнь? Ну, одной песней тут не обойдешься. В песне рассказывается одна история. Возможно, есть какие-то песни, в которых рассказывается 2 истории, 3 истории. Возможно, есть какие-то классические композиции, в которых можно рассказать даже больше историй. Но жизнь, она все-таки более сложная и более интересная, чем любое музыкальное произведение. Поэтому одним музыкальным произведением описать жизнь не получится. Любимые фильмы или фильм? На самом деле это сериал Винса Гиллигана, который называется «Во все тяжкие». Любимая цитата или девиз? Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Ну, шучу, конечно, потому что это единственный девиз, который я помню со времен своих еще пионерских лет. С тех пор никакого девиза у меня не было, и никаким девизом я не пользуюсь. А по поводу цитаты, у меня есть очень одно любимое высказывание из советского фильма, который называется «По семейным обстоятельствам». Цитата такая: «Специалисту не главное уметь самому, ему главное учить других». На мой взгляд, очень жизненное высказывание. Чем вы любите заниматься еще, помимо музыки? Ну, еще помимо музыки список достаточно длинный. Например, люблю путешествовать вместе со своей семьей, бывать в каких-то новых и интересных местах. Люблю общаться с интересными людьми, так как у них можно много чему научиться. Люблю смотреть фильмы, люблю читать книжки, хотя на книжки, к сожалению, нету достаточного количества времени сейчас. Люблю просто гулять, дышать свежим воздухом. Люблю гулять по берегу моря, соответственно, дышать свежим морским воздухом. Очень люблю гулять по старым улочкам какого-нибудь европейского города, где можно зайти в ресторан, хорошо посидеть, перекусить или выпить чашечку хорошего кофе. Ну что, дорогие друзья, время первой серии вопросов и ответов подошло к концу. Я знаю, что я не успел ответить на все ваши вопросы, поэтому оставайтесь на связи. Скоро будет 2-я серия, где мы продолжим нашу дискуссию. Если во время просмотра этого видео у вас возникли еще вопросы, не стесняйтесь. Просто напишите их в комментарии под этим видео. Я обязательно все прочитаю и обязательно на все отвечу. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, и я буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал. А пока что я благодарю вас за внимание. До следующей серии. Пока.